Всем доброго утра. Итак, дорогие друзья, вы на днях задавали мне вопрос про духа Офиэля. И я сказала, что я подарю ритуал и заодно расскажу вам. Поскольку это долго рассказывать, что я вам просто подарю и ритуал, и рассказ. Так уж получается, что всех духов древности христианство стало присваивать себе, называть их ангелами, архангелами, духами, которые служат Господу и так далее. На самом деле это древние хананейские духи, которые несколько раз упоминаются даже в Библии. Считается, что все названия, где есть «эль», это еврейское название, значит, они идут с библейских времен, значит, христианство вполне имеет право их присвоить. Но я хочу вам сказать, что евреи пришли из Междуречия, из Хананеи, после они были в Вавилонском плену, потом были и в Медийском плену, и везде, и в Египетском, естественно, везде они брали оттуда определенные, скажем так, наследия, перемешивали со своей культурой, где-то приписывали. Поэтому так уж получается, что все, что касаемо Библии, все, что касаемо Ветхого Завета в основном, это все идет с Востока, это все идет с древних городов, с Междуречия, с древних стран, аккадо-шумерской цивилизации и прочее. И поэтому так вот утверждать, что это христианские духи, не стоило. Это древние духи, отголосок древних религий, древние божества, к которым обращались тысячелетиями. Есть различные описания этого духа, но я вам скажу то, что на самом деле есть, и его изначальное, первоначальное предназначение. Во-первых, его называют властелин печати Меркурия, то есть тот, который охраняет печать божеств, и как божества Меркурия, и как Меркурия планеты, ну, естественно, их так назвали после, сферы заключения договоров, сферы купли-продажи, хитрости, разума, там, различных хитросплетений и так далее. То есть это дух, который имеет знание, знает, хранитель печати или ключа, это значит тот, который обладает определенными знаниями мироздания, которыми может поделиться и помочь вам в данной ситуации. Вот почему некоторые вещи, которые мы не можем объяснить, но мы проводим, и оно получается. То есть вот нам передали печать или ключ, то есть знание. То, что нужно делать с какими-то действиями или словами, которые приведут к тому результату, к чему мы стремимся. То есть исполнение нашей мечты, желаний и прочее. Теперь считается, что он ключник севера. То есть дух, хранитель, ключник севера, и когорты демонов севера подчиняются ему. То есть это северный дух, но он может иногда прийти на зов человека, исполнить его очень заветную мечту, очень такую сильную просьбу, но за это нужно откупиться, оставив, то есть отдав в копилку магии, на алтарь магии, потому что те ритуалы, которые связаны с духами, с древними демонами, они обязательно требуют именно откупа на алтарь магии, чтобы вы как бы поставили точку и расплатились с ними. На алтарь магии я уже говорила, каким образом это делается. Давайте постоянно не пишите внизу, просто изучите канал, и вам все станет ясно, каким образом это делается. Когда ваша просьба исполнится, только после этого. Итак, берете белую свечу, неважно, воск или не воск, это не имеет значения. Главное, чтобы свеча была белого цвета.
С одной стороны, можно просто восковую свечу, но такую большую свечу. С одной стороны пишите свое имя снизу вверх, а с другой стороны пишите Офиэль. Можете написать на латине, можете по-русски написать. Вот здесь пишите ваше имя, с другой стороны пишите Офиэль. Читайте 6 раз и оставляйте догореть в свече. Долго будет гореть, может гореть весь день или до утра, но будьте осторожны с огнем, конечно. Проведите в такое время, чтобы оно, собственно говоря, догорело до конца. Можно провести любой день, кроме среды. В среду у него как бы такой судьбоносный день, он встречается с силами мироздания, поэтому в среду он занят, и в среду его тревожить нельзя. Ну, не получится ничего, одним словом. Кроме среды в любой день. Читать нужно 6 раз. После, как свеча догорит, отнести под дерево огарку свечи и 6 монет, говорить слова «откупаюсь», отвернуться и уйти. Когда у вас получится, желание должно быть приземленное, например, связанное с работой, чтобы вас приняли, может быть, на собеседование, чтобы повысили зарплату, чтобы деньги пришли, может быть, для какой-то покупки, называть эту покупку, чтобы найти хорошего врача, который может вас вылечить. То есть приземленное. Чтобы с воздуха бриллианты падали, этого вам не дадут. Запомните, силы дают человеку столько, насколько он старался, насколько он заслуживает. Это тоже учтите. Если вы ничего не делаете ради себя, если вы абсолютно не хотите менять свою судьбу и ни к чему не готовы, и никак не хотите, то есть выйти из зоны комфорта, просто попросить, чтобы вашу жизнь сразу же поменяли и превратили в рай, это будет бесполезно. Надеюсь, вы меня поняли. Итак, читаем. Я взываю к тебе, северный хранитель, ключник и управитель людских желаний и грез правитель, властелин ключа Меркурия. Оставь ненадолго Меркурий и приди на мой зов. Заклинаю тебя небесной матерью и силой архаических богов, светом и тьмой, началом начал и когортой 9-го легиона. Исполни мою просьбу. Коротко скажите свою просьбу. Что вы хотели? За все откуплюсь, тебя поблагодарю и богов прославлю. Да будет так. Еще раз. Я взываю к тебе, северный хранитель, ключник и управитель, людских желаний и грез правитель, властелин ключа, Меркурия. Оставь ненадолго Меркурий и приди на мой зов. Заклинаю тебя небесной матерью и силой архаических богов, светом и тьмой, началом начал и когортой 9-го легиона. Исполни мою просьбу. Говорите слова. За все откуплюсь, тебя поблагодарю и богов прославлю. Да будет так. Я прочитала 2 раза, потому что мне еще кое-что нужно снять. После немного отдохну, мне сегодня еще очень много дел. Вы можете, то есть вы должны будете читать 6 раз. Как и что делать, я вам уже объяснила. Учтите, это очень сильная работа, и дух Офиэль приходит и помогает, если вы действительно все делаете по правилам. Всем удачи!